Всем здорово, народ! Ну что ж, вот и стартовала Пандария, и что хочется сказать. Если у вас получилось преодолеть задержку на стартовых локациях 800 миллисекунд, и если вам удалось выполнить невыполняемые квесты с бесконечной битвой за спавн цветочков, то я вас поздравляю, вы прошли запуск Пандарии. И возникает закономерный вопрос, чем же сейчас заняться. Об этом сегодня и поговорим. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. И да, понятное дело, первостепенная задача — это прокачать своего персонажа до максимального левела. И дело это, конечно, в Пандарии все еще довольно сложное, ну, по крайней мере, по времени затратно. У нас есть много путей, самый эффективный, по сути, это просто бить бесконечно пачки мобов. То есть, условно, если вам класс позволяет, вы находите себе такую точку спавна мобов, где они будут постоянно ресетаться, просто агрите пачками по 10 там штук, забиваете их и, соответственно, по кругу вот так вот повторяете. А если у вас профессии взято, например, еще снятие шкур, можно, допустим, найти себе спавн зверей и будете еще параллельно и голдишку типа фармить. Но лично мне просто бить мобов надоедает уже минут через 10, поэтому хочется чего-то посвежее, хоть и не самого эффективного. И у нас остается два стандартных варианта: это прокачка на квестиках и прокачка, соответственно, через поиск подземелий. Я бы миксовал все три способа, не думаю, что стоит как-то упарываться в один из них, потому что он слишком быстро надоедает, если только в одну дверцу стучаться. Поэтому смотрите сами, если вам доставляет проходить инсты и они быстро у вас ищутся, можно, в принципе, только на данжах и качаться. Ну а так, сюжетная линия у Пандарии не самая плохая, квесты более-менее разнообразно интересны, поэтому и по стандарту тоже будет, в принципе, неплохо. И вот когда будет максимальный левел взят, начинается, естественно, самое интересное. Здесь уже такая большая развилочка по путям действий, что можно делать. Благо в Пандарии активности хватает. Здесь и всеми любимый фарм репутации появляется, и, соответственно, голдишку можно пофармить, и профессии покачать, что немножко разное все-таки. Ну и, конечно, можно уже начинать одевать своего персонажа, готовиться к рейдам. Итак, если говорить про фарм шмота, то здесь все, в принципе, довольно просто, поскольку, проходя сюжетную кампанию, просто качаясь, допустим, даже по квестам, вы наберете себе 435-й интим левел, который является достаточным для возможности регать героические подземелья. А если вам все еще не хватает интим левела, хотя вы уже докачались до 90-го, можно либо прикупить себе парочку шмоток, допустим, на аукционе, там до хрена аксессуаров продается, крафтовых, и начертатели, и алхимики, все, кому не лень, делают эти шмотки, соответственно, в Пандарии. За очки доблести присутствует вендор, который продает вам шмотки. И также за прокачанную репутацию у вас появляется возможность прикупить себе очень такие нехилые шмоточки с высоким итем левелом. И вот как только у вас появляется доступ в героические подземелья, просто начинаете их фармить нон-стоп, и там уже вам падает достаточно высокий гир, которого в принципе будет достаточно для всех ваших нужд, и типа куда-то выше стремиться одеваться особо смысла нет. Прокачка репутации, она же вкуснятина невероятная. Еще одна ветка, соответственно, действий и активностей, которые можно в Пандарии заниматься. Присутствует аж 8 различных фракций, с которыми вы можете качать репутацию, и 90%, соответственно, эффективности связано с выполнением ежедневных заданий, а.к.а. дейликов. Если пытаться прокачать репутацию сразу со всеми, можно просто сойти с ума, и ваша Пандария закончится, не успев начаться. Поэтому я вам рекомендую просто определить 2-3 приоритетные фракции и именно на них остановиться. Дальше идти не надо, народ. Только по желанию, но это уже для особенных. Ну, по стандарту, самые такие базовые, да, две фракции, на которые вам стоит обратить внимание, это Золотой Лотос и, соответственно, Жучары, то есть Клакси. Там и дофига рецептов для крафтовых профессий продается, и, в принципе, эпики у нас присутствуют. То есть у Клакси это кольцо 489, а у Золотого Лотоса еще какая-то тоже эпическая шмотка, не совсем помню какая. Ну, а если вас вдруг интересует трансмог в виде вот этой шапочки монаховской, если вы хотите получить маунта ездового тигра Shadowpan, то рекомендую присмотреться к одноименной фракции, с которой, естественно, тоже можно и нужно прокачивать репутацию. Gold Farm. Естественно, здесь можно заниматься неограниченным вообще количеством активностей в плане сбора ресурсов: трава, руда, даже кожу можно снимать со зверей. Так и, естественно, все крафтовые профессии тоже будут вам приносить голдишку. Это и алхимия с кулинарией ради расходников, так и, кстати, крафтовые профессии в плане шмоток. Опять же, те же алхимики, начертатели, кто-то еще. В общем, все, что связано с крафтом шмоток, аксессуаров. Инженеры, по-моему, могут делать какие-то очки, допустим, которые позволяют вам видеть больше руды, противотуманные очки. В общем, Gold Farm, связанный с профессиями, это прям отдельная тема, которая достойна отдельного видеоролика. Но в любом случае, поискать в интернете вы можете все, что связано с вашей профой, и как там эффективно голдишку эту самую фармить. Кстати, в Gold Farm нам также может помочь прокачка репутации с земледельцами, которые позволяют вам собственный огород заиметь и на нем разную суету выращивать. Не, в Пандарии, конечно, фракции, вот эта вот вся связанная тема с дейликами и репутацией, это, конечно, легендарно было придумано.
И отдельно, конечно же, стоит упомянуть прокачку профессий, поскольку этим делом можно заниматься с разными целями. Прокачка профессий ради голдфарма, здесь все понятно. Максимально его получили, то, что нужно, закрафтили, деньги заработали. Но также вы можете прокачивать профессии для усиления своего персонажа. То есть там для ПВП, для ПВЕ нужны различные профессии. И в зависимости от класса также разные профессии могут быть вам нужны. Но вот насколько я знаю, в ПВП вроде как стандартный набор — это кузнечное дело плюс ювелирное дело. С помощью кузнечки вы себе вырезаете 2 дополнительных сокета просто в предметах, которые, соответственно, можно заполнить гемами, получить дополнительные статы. А ювелирка вам позволяет усиленные гемы вставить, то есть еще больше статов. И вот в этом деле стоит разобраться, потому что кому-то может быть полезнее инженерное дело, кому-то вот ювелирное, кому-то вообще портняжное. Ну и опять же, в зависимости от вида деятельности, вам разные профессии понадобятся. Поэтому да, этим тоже стоит заняться. Ну а если вы себе вдруг еще не настраивали аддоны, этим тоже стоит заняться. У меня как раз на канале есть видеоролик, где я базово рассказываю про аддоны, а на Бусти отдельный видеоролик я записал, где я полностью показываю все свои настройки интерфейса и аддонов, которые использую. Также на Бусти присутствует личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все ваши вопросы. Ну и в целом, если планируете поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на Бусти и подписывайтесь. Вот такой вот у нас на сегодня видеоролик, народ. Пишите в комментах, что я упустил, про что я не рассказал, какие вы считаете моменты самыми важными и чем сейчас можно заниматься в Пандарии. Всем желаю удачи, всем прогрессив в ПВП, всем пока.